Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Согласитесь, что тут должно было быть продолжение в виде поцелуя. Девятое место. То, как Чонгука смотрит на Тэхёна, сердце замирает. Он буквально залюбил его глазами. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Шок». Тэхён все еще скрывает это, а Чонгук уже не может молчать. Что происходит с Вигу прямо сейчас? Анализ их отношений. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? Вы хотите сказать, что Тэхён проверяет Чонгука, крутя перед его носом своей пятой точкой? А Чонгук не против, смотрит на свое и не отводит взгляд. У меня один вопрос. Что нам с этим делать? Седьмое место. Этот перформанс с танцем Тэхёна и залипающим Чонгуком напомнил вот этого шайни-кролика. Шестое место. Поведение пары. То, как Чонгук смотрит на Тэхёна, когда поет строки «Я am lost», «Can I come over?» И как он тут же засиял самой широкой улыбкой, стоило Тэхёну запить. Есть взгляды, которые невозможно отрепетировать, и чувства, которые невозможно скрыть. Чонгук каждый раз. Пятое место. Вы же тоже увидели в этом тот самый легендарный момент с Тэйкук? Четвертое место. Да какие же они сладкие. Третье место. Новости.
Для одного из образов сегодняшнего концерта Тэхён выбрал футболку с принтом группы Blondie Kala Me Your Kala в стиле 90-х, модель Destroyed с эффектом потертости, дырок, стоимостью $175 от бренда Madyorn. Тэхён – любитель винтажных и неординарных вещей и может похвастаться коллекцией футболок от этого бренда. В одной из них он появился на премьере фильма Dream, в другой снимался в клипе на трек Rainy Days и также дополнял свой аэропортный лук. Madyorn – бренд одежды, основанный в 2013 году Блейном Халварсоном. Компания специализируется на создании вещей с винтажным эффектом, которые имитируют изношенность и уникальность. Бренд известен футболками с принтами легендарных музыкальных групп Rolling Stones, Guns N' Roses, Ramones, Pink Floyd и другие. Madyorn стремится воссоздать атмосферу эпохи, когда вещи создавались на века. Бренд акцентирует внимание на ручной обработке материалов, индивидуальном подходе к каждому изделию и создании живого вида одежды, который достигается за счет техники состаривания. Пока мы не можем оторвать взгляда от Чонгука с открытым лбом, он чувствует то же самое, залипая на Тэхёна, который тоже особо с нами не церемонится и укладывает волосы, как его любимый человек. Как себя чувствуем? Этот жанр Ким Тэхёна. Чонгук хотел спрыгнуть со сцены и подойти ближе к фанатам, но став его не пустили. Это же сколько в них силы воли, что они смогли противостоять этим восторженным глазкам. Philot, студия дизайна и покраски микрофонов, опубликовала фотографии эксклюзивного кастомизированного микрофона Чонгука, модель Sennheiser SCAM 6000. Он покрыт особым золотым напылением с искрами в дизайне Gold Space Flake, тон которого был специально подобран под его сценические мониторы и NR-наушники. Цветовая гамма соответствует концепции альбома Golden. Кроме того, на наконечнике микрофона и на наушниках Чонгука с обеих сторон выгравированы символы Чонгук, The Brand и Army. Это подчеркивает, что эра Golden для Чонгука не ограничилась лишь периодом сольного продвижения во второй главе, а продолжается, становясь его личным брендом. Этот дизайн объединяет его индивидуальность и его значимый фандом. Ты можешь уйти из спецназа, но часть его останется в тебе.
Если вы хотите прочитать два романа, которые рекомендовал Тэхён, вот как они выглядят. Роман китайского автора Маоу «Кухня 16 ночей». Книга повествует о адской кухне, ресторане в загробном мире, где умершие могут отведать свое самое любимое блюдо перед переходом в мир иной. История состоит из 16 трогательных рассказов о жизни обычных людей, рассказанных через еду и воспоминания. «Противоречие Янгвиджа» – очень популярный корейский роман о девушке в возрасте около 25 лет, которая наблюдает и сравнивает жизнь окружающих ее людей, особенно своей матери и тети, ведущих совершенно разный образ жизни. Разные способы быть женщиной, любовь против практичности. В поисках смысла своей жизни она сталкивается с неизбежными противоречиями между любовью, семьей и реальностью. «Ибо нефиг быть таким аппетитным и сладким», — сказал Тэхён. Обновление Тиорта в Инстаграм и Твиттере. Нежный уход для деликатных губ. Добавьте слой к насыщенному цвету, легче, чем блеск, и увлажняет лучше, чем бальзам. 24 часа стойкого увлажнения и цвета подтверждено тестами. Создано для чувствительных губ. Уход, который защищает, цвет, который держится, блеск и цвет для губ с эффектом на 24 часа. Легче, чем блеск, более увлажняющий, чем бальзам, и с насыщенным стойким цветом тинта. Кроха Чангук. Вспомним, откуда появился логотип Чангука. Подпись Чангука представляет собой его автограф, который включает элементы его имени. Символ, логотип Чангука был разработан на основе его автографа и зарегистрирован в качестве торговой марки в Корее. Этот логотип включает английские инициалы J и K от Чангук, корейские буквы, которые являются частью его корейского имени. Символ олицетворяет концепцию безграничного роста и безграничного потенциала. Он символизирует новую грань артиста, который стремится создавать и делиться с аудиторией незабываемыми золотыми моментами. Заявка на регистрацию товарного знака была подана 27 сентября 2023 года компанией Big Hit вместе с Чангуком. Официальная регистрация состоялась 2 января 2025 года. Когда на 99% ты крутой альфа, который ходит в качалку и гоняет на байке, но ох уж этот 1%. Почему BTS так важны для корейцев? Песня «Ариран» в исполнении BTS давно перестала быть просто названием альбома. Сегодня это уже коллективный голос стадионов по всему миру. В Японии более 110 тысяч человек в токийском куполе хором пели корейскую народную песню «Ариран», а в американской Тампе сам город словно стал частью концерта. Здания, мосты и даже аэропорт окрасились в фирменный фиолетовый цвет BTS, превратив североамериканский тур в масштабный городской праздник. Во время исполнения Body to Body с нового альбома Arirang
внезапно зазвучал мотив Арирана, и зал подхватил его мгновенно, без паузы, будто это было чем-то само собой разумеющимся. Так на глазах у публики воплотился образ, который когда-то лишь предполагал председатель Хайб Бан Ши-хёк – массовое стадионное исполнение Арирана за пределами Кореи. Именно название альбома делает это возвращение больше, чем просто очередным камбэком поп-группы. Ариран – не просто народная песня, а эмоциональный код корейской культуры. В нем и расставание, и тоска, и движение через перевалы жизни. Для корейцев, живущих за границей, эта мелодия давно стала языком памяти, о разлуке с родиной, об утрате, о возвращении, которое не всегда возможно буквально, но всегда происходит внутри. Успех BTS за рубежом во многом стал возможен и благодаря корейским диаспорам, которые уже были знакомы с кей-поп и приняли его как часть своей идентичности. Это не просто фанатская любовь в одну сторону, это диалог, в котором люди за пределами Кореи через BTS заново узнают себя и примиряются со своей культурной принадлежностью. Американский спортивный журналист корейского происхождения Джун Ли писал, что BTS стали для него своеобразным мостом к собственной идентичности. В американской поп-культуре ему долго не хватало образов, с которыми он мог бы себя соотнести. И когда он увидел, как BTS, корейская группа, поющая не на английском, оказываются в самом центре мировой музыкальной сцены, он впервые почувствовал, что такие ролевые модели существуют и для него. Концерт в Софи Стадиум в Лос-Анджелесе в 2021 году, где десятки тысяч людей пели на корейском языке, он описал как момент, когда Корея и Америка перестали существовать отдельно друг от друга. Для корейцев, живущих за рубежом, значение BTS еще более личное. Журналистка корейского происхождения Джеха Ким отмечала, что успех группы стал для многих усыновленных возможностью вернуться к своим корням, которые в детстве казались оторванными и чужими. Ким Гиндрён, выросшая в США, признавалась, что долгое время сознательно избегала всего корейского, чтобы не выделяться и не сталкиваться с насмешками. Но BTS изменили это восприятие. Через их музыку она впервые не только приняла свое происхождение, но и перестала его прятать. Из этих историй складывается более широкая картина. BTS – это не просто глобальный кей-поп феномен. Для корейцев за пределами родины они стали доказательством того, что язык, имя, внешность и культурная чувствительность больше не находятся на периферии, а могут быть частью мирового центра внимания. Самый милый чих, который вы когда-либо видели. Будь здоров, милый. Хореографическая версия клипа BTS Dynamite преодолела отметку в 300 миллионов просмотров. Группа вновь продемонстрировала мощь своей мировой популярности. Версия Dynamite Choreography VR была впервые представлена в рамках сотрудничества с мировым разработчиком игр Epic Games. Видео привлекло внимание как новый способ коммуникации. Геймеры со всего мира собирались в виртуальном пространстве, чтобы вместе посмотреть клип. В отличие от основного видео, здесь акцент сделан не на пышных декорациях или спецэффектах, а на самом жизнерадостном и динамичном исполнении 7 участников. Другие ролики, связанные с Dynamite, также набирают огромное количество просмотров. Видео Dynamite B-Side, состоящее из неудачных дублей и забавных моментов со съемок, преодолело отметку в 200 миллионов просмотров. Видео с танцевальной практикой набрало более 140 миллионов просмотров. Даже спустя несколько лет после релиза, песня подтверждает статус мирового бестселлера, демонстрируя неугасающий интерес публики. Dynamite – это композиция в жанре диско-поп с яркой и позитивной атмосферой, которая несет в себе призыв находить свободу и счастье в танце и музыке.
Запоминающийся ритм и энергичное исполнение создают стильное и бодрое настроение. Тэхён и Намджун дурачатся с микрофонами. Финт почти удался. Видео Тэхёна в TikTok под названием «Тампа» набрало более 10 миллионов просмотров всего за 4 часа. Король социальных сетей. Тэхён прославился как король социальных сетей, установив абсолютные рекорды в TikTok. 1 мая Ви опубликовал в TikTok видео со съемок концерта BTS в Тампе, штат Флорида, США, с подписью «Тампа». Ви плавно переходит от кадров, где Ви проводит саундчек перед концертом, к основному выступлению. Видео вызвало восторженный отклик, набрав 10 миллионов просмотров всего за 4 часа. С момента открытия своего аккаунта в TikTok 13 марта Ви загружает видео, демонстрирующие свежие и разнообразные идеи, выходящие за рамки простых танцевальных челленджей. Еще до открытия своего аккаунта в TikTok Ви уже продемонстрировал исключительный талант в приложении для коротких видео Dubsmash до такой степени, что люди говорили: «Никто не сможет превзойти Ви». В общей сложности Ви загрузил в TikTok 8 видео, 5 из которых набрали более 10 миллионов лайков. Это самый высокий показатель среди корейских аккаунтов TikTok в 2026 году, что подтверждает его статус рекордсмена Ви. В частности, Ви не просто следует существующим челленджам, а возглавляет новые. Хотя Ви говорит, что TikTok сложен, его видео иногда блокируются, а ссылки, опубликованные в Instagram, не сразу работают. Его хвалят за дьявольский талант в плане креативных идей. Аккаунт Ви в TikTok набрал более 10 миллионов подписчиков всего за 19 дней, что является самым коротким периодом для корейской знаменитости мужского пола, и в настоящее время насчитывает 13 миллионов подписчиков. Ви производит фурор в TikTok, занимая первое место в рейтинге самых влиятельных инфлюенсеров в мире. Когда Чонгук обнимал Тэхёна сзади, Тэхён застенчиво улыбнулся, положив руку на руку Чонгука. Американские поклонники Тэхёна отмечают концерт в Эль-Пасо как особое событие. Американский фан-клуб Ви Take-Crew US подарил место с именем Ви в театре Plaza Theater в Эль-Пасо в память о концерте BTS, состоявшемся в Эль-Пасо, штат Техас, 2 и 3 мая по местному времени. Поклонники заявили: «Мы гордимся тем, что дарим место для Тэхёна в театре Plaza Theater, культовом символе Эль-Пасо. Это дань уважения его таланту, влиянию и неизменной любви его поклонников». Театр Plaza Theater, одна из достопримечательностей Эль-Пасо, был построен в 1930 году и принимает бродвейские мюзиклы и ежегодный фестиваль классического кино. Театр Плаза внесен в Национальный реестр исторических мест НРХП, официальный список исторических мест, зданий, сооружений и достопримечательностей, признанных федеральным правительством США, имеющими историческую ценность.
местная телекомпания «Эль-Пасо», «Ак-Эль-Пасо» и новостной канал Fox 14 сообщили, что поклонники Ви подготовили для него специальное место в Театре Плаза. Американские поклонники Ви проводят проекты в честь этого события в различных городах США, где проходят концерты. Ранее они подготовили памятный подарок в Тампе, штат Флорида, где состоялся первый концерт мирового турне «Арирэнг» в США. Они установили памятный камень с именем Ви на тротуарной плитке беговой дорожки в парке Джозефа Фрая в Тампе. Я думал, он был ближе к концу сцены и как-то взаимодействовал с публикой, но нет. Вот с какого ракурса этот тверк был. Ким Тэ-хён действительно выложился на полную перед Чангуком. «Тэ-хён, ты так дразнишь своего бойфренда. Я не могу с них». Красно-белая парочка. Его улыбка. Это опасная близость, которая, если приключится еще раз, я откину коньки. Второе место. Это так интимно. Их гормоны в 2018 году бушевали особенно сильно. Когда руки говорят «люблю тебя». Первое место. Тогда и сейчас ничего не меняется.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.